Бермудский треугольник уже давно привлекает внимание исследователей, моряков и просто любопытных искателей приключений. Эта область между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами известна своими странными и зачастую необъяснимыми происшествиями. В течение десятилетий исчезновение кораблей и самолетов происходило здесь с пугающей регулярностью. Первые упоминания о странных событиях в этом регионе появились еще в начале 20 века, когда американский корабль «Сайклоп» исчез в 1918-м, не оставив никаких следов. Более 300 человек на борту словно растворились в воздухе. Этот случай стал началом целой волны таинственных исчезновений. С каждым годом странные происшествия накапливались. В 1945-м 5 авиационных торпедоносцев «Эвенджер» взлетели с базы Форт Лодердейл для выполнения тренировочного полета, но так и не вернулись домой. Все 5 самолетов исчезли вместе с экипажем, а поисково-спасательная операция в итоге потеряла еще один самолет с 13 членами экипажа. Эти происшествия стали символом загадочного характера Бермудского треугольника. Интерес к этому региону не угасает и в наши дни. Совсем недавно исследователи обнаружили очередную шокирующую находку. Под водой скрываются контуры странных структур, напоминающих поселения. Эти загадочные формы обнаружены в самом центре Бермудского треугольника, как будто они были специально скрыты от человеческих глаз. Но что это за структуры и как они появились здесь, в открытом океане? В то время как одни считают это домыслами, другие уверены, что это ключ к разгадке древней цивилизации, пропавшей без следа. Мы погружаемся в это подводное приключение, чтобы выяснить, что скрывает мрачное и загадочное место, овеянное тайнами и легендами. Погружаясь в таинственные глубины Бермудского треугольника, исследователи сталкиваются с миром, который до сих пор ускользает от человеческого понимания. Представьте себе, на дне океана, скрытые от повседневного взора, находятся странные структуры, похожие на остатки поселения. Каждый метр подводного ландшафта вызывает удивление и поражает своей необычностью. Кажется невероятным, что в этой зоне, где, по нашим предположениям, не должно быть ничего, могут быть скрыты целые цивилизации. Но как так получилось, что эти сооружения сохранились в идеальном состоянии на протяжении тысячелетий? Ответ на этот вопрос лежит как раз в составе и расположении глубоководных структур. Прочные материалы, из которых они сделаны, выдержали испытания временем и океанскими течениями. Ученые все чаще говорят о том, что перед нами остатки давно затонувшего города. Он мог быть населен людьми или существами, о которых мы еще ничего не знаем. И чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять, как они могли жить и развиваться в такой необычной среде. Обнаруженные улицы и предполагаемые здания поражают своим размером и сложностью. Это архитектурное чудо из прошлого вызывает трепет и заставляет задуматься о наших предках. Возможно, именно здесь скрываются остатки погибшей культуры, которая существовала задолго до времен, о которых мы знаем. Исследователи, вооруженные современными технологиями, уже начали подробное изучение подводного города, и каждый новый день приносит все больше удивительных открытий. Но загадки только начинаются. Впереди еще много тайн, которые ждут своего часа. Погружаясь все глубже в мистические воды Бермудского треугольника, исследователи обнаружили нечто, что перевернуло представление о возможностях этой загадочной области. В центре треугольника, скрытые толщей воды, лежат артефакты, которые, по мнению некоторых ученых, могут принадлежать инопланетной цивилизации. Эти находки, обнаруженные среди руин подводного поселения, отличаются поразительной сложностью и технологическими особенностями, которые не встречаются в известных земных культурах. Некоторые из обнаруженных артефактов представляют собой устройства, напоминающие сложные механизмы, но их назначение и способ работы пока остаются загадкой для человечества. Они изготовлены из неизвестных материалов, устойчивых к агрессивной среде океана, и демонстрируют удивительную точность и инженерную мысль, выходящую за рамки современных технологий. Один из наиболее впечатляющих артефактов — это устройство, которое предположительно служило источником энергии. Оно не только сохранило свою структуру, но и намекает на возможность обладания технологиями, недоступными нашей цивилизации. Эти находки открывают новые горизонты для изучения и ставят перед учеными вопросы о том, какие технологии использовали древние жители этого подводного мира и как они могли повлиять на развитие других цивилизаций на Земле. В то время как исследователи продолжают изучать эти загадочные объекты, они сталкиваются с новыми загадками, связанными с источниками света, которые до сих пор освещают океанские глубины. Что же скрывается за этими светящимися сферами? Возможно, впереди ждет еще больше невероятных открытий и разгадок, которые способны изменить наше понимание Вселенной.
Когда исследователи приблизились к источникам яркого света, они столкнулись с невероятным зрелищем. Загадочные светящиеся сферы размером с футбольный мяч плавно парили в воде, источая мягкое переливающееся свечение. Каждая сфера, казалось, жила своей жизнью, изменяя цвета и испуская удивительные узоры света. Ученые, осматривающие эти загадочные тела, были озадачены их происхождением и функцией. Без каких-либо видимых механизмов или источников энергии они оставались активными, будто извлекая энергию из окружающей среды. Попытки взаимодействия с этими сферами показали, что они обладают необычной способностью реагировать на электронные устройства и даже биологическое присутствие. Анализ материалов, из которых они состоят, выявил элемент, который никогда прежде не был обнаружен на Земле. Это открытие не только интриговало, но и предполагало, что светящиеся сферы могут быть произведением иной, более развитой цивилизации, возможно, связанной с теми, кто оставил артефакты среди подводных руин. Каждое движение вблизи сфер казалось вызывающим изменения в их свете, создавая эффект, будто они способны наблюдать за окружающей средой. Это породило гипотезы о возможной интеллектуальности сфер и их предназначении. Возможно, они служили навигационными ориентирами, способами коммуникации или даже средствами наблюдения за покинувшими эти места обитателями. Эти загадочные светящиеся сферы открывают перед исследователями целое поле для изучения. От возможности их использования как источников энергии до попыток понять технологии, которые могут лежать в их основе. Но еще больше вопросов возникает о том, кто или что создало их. В продолжение этой поразительной эпопеи раскрытия тайн Бермудского треугольника предстоит еще больше сюрпризов и неожиданных открытий. Когда исследователи проникли на территорию загадочных подводных построек, они обнаружили структуру, которая удивила даже самых оптимистично настроенных ученых. В центре подводного города находились массивные стены и башни, которые, судя по всему, были частью сложного оборонительного комплекса. Каждая стена была выстроена с поразительной точностью и изготовлена из неизвестного науке материала, устойчивого к разрушительному воздействию океанской среды. Внутри одного из зданий исследователи наткнулись на сеть туннелей и комнат, удивительно схожих с современными жилищами. На стенах сохранились следы древних рисунков и символов, напоминающих иероглифы, которых никто не мог расшифровать. В одной из комнат были найдены предметы, которые могли использоваться для повседневной жизни: металлические и керамические изделия, а также странные инструменты, назначение которых остается загадкой. Все это наводит на мысль, что обитатели этого города были высокоразвитыми и технологически продвинутыми. На соседних участках были обнаружены руины, которые выглядели как общественные здания или храмы. Некоторые из них украшены мозаикой и барельефами, изображающими сцены, которые, возможно, рассказывали историю этой таинственной цивилизации. Интересный факт: внутри одного из таких храмов обнаружились алтари с символикой, необычной даже для самых мистических культур, известных в истории. Эти постройки и артефакты вызывают множество вопросов о том, каким образом было организовано общество, жившее в этом подводном мире. Исследователи верят, что изучение этих структур поможет раскрыть тайну их происхождения и возможной связи с другими древними цивилизациями Земли или даже инопланетными культурами. Впереди еще множество неизведанного, и каждое новое открытие приблизит нас к разгадке этой головоломки. Исследуя подводные глубины Бермудского треугольника, ученые столкнулись с удивительными находками, которые многим кажутся свидетельствами визитов из далекого космоса. Сложные механизмы и устройства, обнаруженные среди руин, поражают своей технологической изощренностью, не соответствующей известным технологиям древних цивилизаций Земли. Эти артефакты, сделанные из материалов, которые до сих пор не идентифицированы, указывают на невероятный уровень развития тех, кто их создал. Одно из таких устройств — загадочная кристаллическая структура, напоминающая массивный монокристалл с внутренними световыми потоками, меняющими интенсивность в зависимости от внешних условий. Анализы показали, что этот кристалл способен аккумулировать и высвобождать энергию, что подтверждает его роль в обеспечении жизнедеятельности подводного поселения. Возможно, эта технология использовалась для создания безопасной среды обитания или управления сложными системами связи. По мере изучения находок исследователи нашли элементы, которые могли бы указать на наличие системы навигации, использовавшей магнитные поля Земли. Эти детали поражают своей точностью и напоминают современные компасы, но их точность значительно выше. Такой уровень технологического прогресса поднимает вопрос о возможном обмене знаниями между разными цивилизациями, будь то земные или внеземные. В процессе изучения ученые также обнаружили механизмы, похожие на современные устройства визуализации, способные проектировать трехмерные изображения. Эти технологии могли быть использованы для передачи информации, обучения или даже развлечений. Удивительно, как эти механизмы сохранились под действием времени и водной среды, что говорит о мастерстве их создателей.
Вскоре стало ясно, что вся эта подводная цивилизация, возможно, была гораздо более развита, чем считалось ранее. Эти артефакты — свидетельство потенциала, который до сих пор остается загадкой, и, возможно, ключ к раскрытию этих тайн кроется в их технологических секретах. Впереди еще больше вопросов и, возможно, поразительных открытий, которые смогут изменить наше понимание о возможностях этой загадочной подводной цивилизации. Исследователи, стремясь разгадать тайны таинственного подводного мира в центре Бермудского треугольника, объединили усилия специалистов из самых разных областей. В эту научную экспедицию вошли океанографы, археологи, инженеры и даже астрофизики. Используя современные технологии, такие как подводные дроны и глубоководные камеры, ученые начали тщательно документировать каждый уголок таинственного места. Одним из ключевых участников этой экспедиции стал доктор Марк Хадсон, известный океанолог, который всю свою карьеру посвятил исследованию необъяснимых явлений на дне океана. Благодаря его работе удалось составить первые детальные карты подводных структур. К ним присоединилась доктор Саманта Лоу, ведущий астрофизик, чьи теории о внеземной жизни оказались весьма кстати при изучении артефактов, напоминающих инопланетные технологии. Вместе они идентифицировали материалы, которые не встречаются на Земле, что только укрепило гипотезу о внеземном происхождении этих объектов. Команда также включила инженеров, специализирующихся на древних технологиях, таких как профессор Анна Родригес, которая помогла расшифровать механизмы найденных устройств, идентифицировав их возможные функции. Эта группа исследователей столкнулась с множеством трудностей, включая необычайно сильные подводные течения и нестабильные магнитные поля Бермудского треугольника, которые нарушали работу навигационных приборов. Несмотря на это, они продолжали упорно трудиться, разрушая тайны одну за другой. Одним из самых значительных открытий стало обнаружение древних текстов, найденных в одной из комнат подводного города. Они дали надежду на расшифровку не только истории этого места, но и, возможно, его создателей. Эта экспедиция уже принесла множество открытий, но ни одна из загадок не сравнится с той, что ожидает исследователей впереди. Кто знает, какие секреты еще скрываются в этих таинственных глубинах. Каждое новое погружение — это шаг к разгадке тайны, которая может навсегда изменить наше понимание истории и найти ответы, которые люди ищут веками. Открытие, сделанное в глубинах Бермудского треугольника, может изменить наше понимание не только истории Земли, но и космоса. Впервые мы сталкиваемся с неопровержимыми доказательствами о существовании цивилизаций, которые могли взаимодействовать с внеземными формами жизни. Это открытие превращается в своеобразный мост между древними культурами и современными научными теориями о космосе. Сложные механизмы, найденные среди руин, предполагают, что древние жители обладали знаниями, которые значительно опережали их время. Возможно, они были способны путешествовать на расстояние, недоступные для людей того периода. Эти технологии, до сих пор остающиеся недостижимыми для нас, могут стать основой для новых научных открытий и изменить направление будущих исследований в астрофизике и космических путешествиях. Кроме технологических находок, археологи обнаружили рукописи и символы, которые, судя по всему, не только записывали историю, но и передавали научные знания. Эти письменные свидетельства могут стать важнейшим ресурсом для изучения технологий, используемых в прошлом, и потенциальной адаптации их для современного мира. Возможно, перед нами открывается возможность изучения альтернативной истории Земли, в которой участвовали не только люди, но и представители иных миров. Эти разоблачения подтверждают, что подводное поселение могло быть местом встречи или сотрудничества с внеземными жителями, что вызывает неподдельный интерес ученых. Такие открытия могут повлечь за собой пересмотр космологических теорий и открыть новую страницу в изучении Вселенной. Мы стоим на пороге научной революции, которая способна изменить наш взгляд на космос и мосты, связывающие разные цивилизации. В заключение хочется подчеркнуть, что эти находки подтверждают теории, которые раньше считались фантастикой, и открывают перед человечеством уникальные перспективы изучения космоса и нашего собственного прошлого.